Приветствую, друзья! Что делать, если стартер бодро крутит, аккумулятор живой, но машина не заводится? В такой момент обычно начинают менять все подряд. Свечи, катушки, бензонасос. Иногда угадывают, но чаще просто теряют время и деньги. Проблема еще в том, что отсутствие запуска не всегда сопровождается ошибками, и именно это сбивает с толку новичков. Поэтому важно понимать простую истину. Даже если ошибок нет, это абсолютно не означает, что все исправно. Чтобы двигатель запустился, должны выполняться как минимум два условия. Первое. Подается топливо в нужный момент и в нужной массе. Второе. Есть искрообразование, синхронизированное с положением коленвала и распредвала. Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, тогда стартер крутит, но мотор не заводится, даже при полном отсутствии ошибок. Но есть еще и третье условие, о котором часто забывают, а оно имеет первостепенное значение. И это условие заключается в том, что блок управления должен разрешить запуск. И именно на это надо обращать внимание в первую очередь. Поэтому, если мотор не заводится, тогда алгоритм поиска причин следующий. В первую очередь необходимо определить, доходит ли вообще дело до запуска. Если до этого мотор работал исправно, и вы спокойно доехали до места стоянки, сами остановили двигатель, выключив зажигание, а сейчас мотор даже не схватывает при прокрутке стартером, тогда очень большая вероятность того, что ЭБУ даже не пытается запустить двигатель. Такое чаще всего происходит по двум причинам. Первое. Неисправен датчик положения коленчатого вала. Наиболее часто даже не сам датчик, а его разъем, в котором могла скопиться влага. Поэтому отключите разъем, проверьте его и обработайте средством для электроконтактов. Таким способом я вернул к жизни не один автомобиль, особенно после мойки мотора, как в этом видео из моей практики. Но здесь есть нюанс. Дело в том, что некоторые системы могут запускать двигатель и при неисправном датчике положения коленчатого вала, выполняя синхронизацию только по датчику положения распредвала. Более подробно, как проверить датчик коленвала в таком случае, я показывал в этом видео. Вторая. ЭБУ не запускает мотор по причине блокировки иммобилайзером или другими сторонними противоугонными системами. Как это проявляется и как это проверить, я показывал в этом видео. Это очень поучительный случай, поэтому крайне рекомендую его посмотреть. Поэтому если мотор до этого работал нормально, а сейчас не подает признаков жизни и даже не схватывает, тогда в первую очередь проверяйте эти две причины. Но если же мотор до этого работал неустойчиво, и сейчас при запуске он пытается схватить или хоть как-то подает признаки жизни, например, стреляет в глушитель или из глушителя чувствуется запах несгоревшего топлива или отработавших газов, это значит, что блок управления пытается запустить мотор, и причина здесь уже точно не в иммобилайзере, а в двигателе или в системе управления двигателем. Причин в такой ситуации много, но основных несколько. Датчик положения коленвала. Сигнал есть, но он нестабильный или выходит за допустимые пределы. ЭБУ видит датчик, но не может корректно рассчитать момент впрыска и зажигания. Второе. Давление топлива. Насос работает, звук есть, но производительности или давления недостаточно для запуска. То, что насос гудит, ни о чем не говорит. Множество раз встречал случаи, когда срывает трубку с насоса и он качает топливо по кругу в баке. Или эти трубки теряют герметичность и до форсунок доходит лишь малая часть топлива. Как в этом случае из практики, который я показывал в этом видео. Включаем зажигание. Вот такая ситуация. Насос должен был накачать 4 атмосферы и держать давление в этих пределах. Но как мы видим, у нас абсолютно мало того, что давление не накачивается, так сразу же и снижается до нуля. Итак, вот наш топливный модуль. В первую очередь необходимо обратить внимание на вот эти вот трубки. Они очень часто лопаются, и поэтому у нас не создается нормальное давление. А учитывая, что здесь якобы меняли топливный насос, то, возможно, причина как раз в этом. Вот трещина. Вот она. И через нее уходило все наше давление. Далее питание и массы. Просадки напряжения, плохая масса, окисленное соединение – это классическая причина, когда мотор не заводится и при этом нет никаких ошибок. Необходимо проверить исправность предохранителей, замка зажигания и особенно исправность главного реле, как я показывал в этом видео. Также нужно проверить просадку напряжения при запуске. Стартер может и крутить, но при этом сильно подсаживать бортовое напряжение.
Если при запуске окажется, что напряжение просаживается ниже 9 вольт, тогда необходимо обязательно обратить внимание на эту причину. Ну и еще одна основная причина – это датчик температуры охлаждающей жидкости. Его влияние на запуск очень велико, а при обрыве в его цепи ЭБУ вообще принимает его показания как минус 40 градусов и буквально заливает мотор топливом при запуске, что значительно ухудшает сам запуск. Ну а если же мотор запускается, но очень плохо, тогда стоит обратить еще внимание на форсунки. Особенно если на автомобиле установлено ГБО, потому что при езде на газе бензиновые форсунки не промываются бензином должным образом, и на них налипает вся грязь, которая находится во впускном коллекторе. Именно такая ситуация у меня была в этом видео. Если же стартер крутит очень легко, то есть легче обычного, и при этом мотор не запускается, тогда в этом случае нужно проверить сам мотор, так как возможны проблемы с клапанами, цилиндропоршневой группой и системой ГРМ. Что я никогда не буду делать, если мотор не заводится? Я не буду бежать в магазин за новыми свечами. Если свечи менялись согласно ТО, и до этого мотор работал хорошо, а сейчас резко не запускается, то вероятность одновременного выхода из строя нескольких свечей крайне мала. За годы практики я не видел ни одного случая, когда внезапно выходили из строя сразу все свечи на исправно работающем моторе. Я их, возможно, выкручу, но не столько, чтобы оценить их состояние, а чтобы проверить, мокрые они или сухие, и есть ли вообще искра. И еще пара полезных советов. Если на автомобиле установлено газобаллонное оборудование и при этом мотор плохо запускается, тогда для проверки нужно перед ночной стоянкой перекрыть газ, потому что часто бывает так, что перепускает газовый редуктор, и за время стоянки впускной коллектор наполняется газом, что приводит к проблемам с запуском. Кстати, такой же эффект может получиться из-за неисправного адсорбера. Ну а если же мотор плохо запускается только прогретым и после непродолжительной стоянки, тогда в первую очередь необходимо проверить форсунки на герметичность. Это я рассказал про типичные проблемы, но также стоит отметить, что у каждого автомобиля, у каждого блока управления есть свои типовые неисправности или баги, которые могут влиять на запуск мотора. Вот просто несколько примеров. Автомобили с блоком управления MR140, это, например, автомобили Chevrolet Lachetti 1.8 и аналогичные, у них может отсутствовать запуск по причине того, что необходимо выполнить обучение датчика положения коленчатого вала. То есть даже нет необходимости что-то менять, а достаточно всего за несколько секунд провести процедуру обучения ДПКВ. Также свои нюансы существуют и на системах, построенных на блоке управления Sirius D42. Часто можно наблюдать ситуацию, что в холодную погоду мотор запускается только со второго раза, а при попытке первого запуска он не подает никаких признаков жизни. Чаще всего это случается по вине датчика положения распредвала, его проводки и даже его положения, а также некорректной работой блока управления в холодную погоду, когда при попытке первого запуска начинает зашкаливать напряжение датчика детонации, и мотор попросту не запускается. Также на этих блоках мотор может перестать запускаться из-за того, что банально сгнила плата блока управления. На данных блоках она пленочного типа, и очень часто она корродирует и просто сгнивает на изгибе, что приводит к полному отсутствию управления катушками зажигания и форсунками. Надеюсь, видео было для вас полезным и интересным. Пишите в комментариях, с какими интересными случаями незапуска мотора встречались именно вы.